Сколько вы готовы заплатить за то, чтобы стать еще красивее, а за то, чтобы вернуть себе прежнюю внешность после того, как подпольный косметолог вколола вам в губы контрафактный филлер? Всем привет, меня зовут Виктория, я живу в Фургаде. По рекомендации знакомых обратилась к косметологу по увеличению губ. Хотела сделать себе подарок, раз в 1,5 года я немножко подкалываю губки. Вот, с чего началась моя история. Я договорилась с ней, что мы будем делать мне губы. Я хотела сделать филлером либо ювидерм, либо стеллаж. На что мне косметолог предложила альтернативу и сказала, что корейский филлер, он очень хороший, она колет его 6 лет, и он дольше стоит. И как бы и по цене меньше. Ну и я согласилась. В общем, сделали мы филлер. Моя ошибка была в том, что я где-то в глубине души понимала, что дешево так не может стоить процедура. И я была Дешево это сколько? Сначала она мне сказала 3500, а по факту еще было 2500. Я Фунтов, переспросила, да. И для меня тоже было это странно, как сначала была одна цена, а по факту была еще дешевле. Я колю филлеры, вот, как я сказала, где-то раз в 1,5 года, раз в год, не чаще. И всегда было, в принципе, все нормально. В этот раз, когда мне укололи филлер, для меня было странно, что у меня практически не было отечности. То есть он стал идеально. Обычно где-то неделю у меня там отечность, либо болезненная, а здесь как бы 3 дня и вообще как будто ничего и не было. Думаю, ну, прекрасно. Ходила, радовалась, но недолго. На 12-й день у меня началась аллергия в области шеи, груди и на руках. Я никогда не страдаю аллергией, и мне было странно. Я уколола дексаметазон, на что оно немножко прошло. На следующий день аллергия продолжалась, снова начала высыпать, и у меня ударила по циститу. То есть очень быстро, ничего не поняла, думала, что я просто простыла. Я начала пить таблетки от цистита, и у меня пропало зрение. Я вообще не могла видеть часа 2, наверное. Серьезно? Прям ничего Я не даже видно? читать, я вообще не видела, вот честно. Это надо было увеличивать, то есть где-то на процентов на 70, на 80 упало зрение. В этот же момент у меня начали распухать губы. То есть началась отечность. Я написала косметологу, на что она мне сказала, что нет, такого не может быть, это не филлер и так далее. Я сомневалась, потому что я не понимаю, я не косметолог и не врач. Нужно было срочно делать капельницы, потому что все усиливалось, и нужно было снимать как бы эту аллергию. Я обратилась к врачу, мне сказали, что нужно капать рингеры, дексаметазон, декса и авил. Я начала капать капельницы. Оно на какое-то время, часа на 3 легче, и потом еще больше усиливалось. Оно распространилось полностью по всему моему телу и чесалось и пекло. Мы с Викторией решили для вас снять это видео как опыт, чтобы вы были впредь осторожны и не попадались на манипуляции дешевых корейских филлеров и псевдокосметологов. Берегите себя. Да, как такими, как волдырями, как крапивница. На что она мне, косметолог, сказала, что это проблемы со здоровьем, а это у тебя на еду, на планктоны, может быть, которые в море покусали. Я не знаю. То есть я с этого момента полностью села на диету, ничего вообще, то, что может провоцировать аллергию, я не ела. Она пришла ко мне, говорит, ну, что делать, выводить, не выводить? Ну, я не знаю. В таком состоянии, как у меня была жесткая аллергия. Нужно было на самом деле потом, когда я изучила эту тему, срочно его выводить в срочном образе. Только под капельницами, под определенными препаратами и так далее. Она пришла, уколола мне пробу, на что у меня очень была все равно аллергия, естественно. Это кто уколол?
Косметолог. Та И же она девушка. добыла Та шприц же девушка, для да? растворения, за что я благодарна Богу, потому что если бы она мне растворила еще точно такими же препаратами, я не знаю, это был бы отек сразу, может быть, и квинки, и не знаю, как бы это закончилось. Я подняла всех врачей, я пила самые сильные антигистаминные препараты, очищение для кишечника, для всего на свете. Неделю я провела под капельницами, и у меня где-то на 4-й день начались пятна, как синячки такие на руках и на ногах, между ног, как... Я не понимала, что это такое. И они начали увеличиваться и чернеть. Потом я поняла, что это уже как некроз, отмирание тканей началось. И у меня началась с ней война. Я сказала ей, что она должна мне вернуть деньги за препарат, и на тот момент еще деньги, те, которые я на капельнице потратила на тот момент. Это было войной, ей пришлось как бы это сделать, и на что она... Я написала типа расписку, что претензий не имею, на что она вообще потерялась, пропала без вести. Но это еще продолжалось. Я нашла себе косметолога другого, которая мне начала растворять филлер. Она сказала, срочно его нужно растворять. До этого я сделала анализы. Анализы были очень плохие крови, потому что там и тромбоциты повышены очень сильно, и лейкоцитоз. То есть там все было хальч, понимаешь, как и печень моя. Вот. После первого растворения мне реально стало легче. У меня перестало сразу же сыпать верхнюю часть, но через пару дней я еще была на препаратах и ходила все время на капельнице. У меня еще сыпали ноги. То есть сам филлер с первого раза, он не растворился. Я его растворяла уже 4 раза, и еще чуть-чуть он остался, он болезненный в губах. Еще забыла сказать, что у меня была белая крошка такая на губах, и он начал очень сильно болезненный быть. Вот. До второго выведения у меня начался отек квинки ночью. Я начала вся распухать, и мы с моим мужем срочно поехали в больницу. Я говорю, давай быстро, я не понимаю, непонятно, как это закончится. Мне кололи тоже дексу, там, кортизон, адреналин, чтобы, не дай бог, я как бы не задохнулась там или не было осложнений. Отек этот спадал где-то дня 4. И до сих пор прошел месяц, у меня до сих пор отекшее лицо. Я хожу сейчас на массаже, разбиваю, потому что под глазами, на щеках и в районе бороды, то есть очень сильно болезненно все. Вот. Я ходила к 4 докторам, к хирургу, то есть чтобы развеять сомнения, что у меня есть аппендицит, либо какие-то хронические болезни, которые могли привести к такому результату. На что мне хирург сказал, что у меня ни одной вообще нету причины, то, что у меня аппендицит. И вообще даже если аппендицит, такие аллергические реакции, это невозможно. Это что-то другое. И 3 доктора подтвердили, что это филлер, и сказали, что мне очень повезло, потому что это мог быть и летальный исход. То есть вот смотри, вот как бы это сейчас так модно в современном мире колоть, люди не боятся. Вот что бы ты посоветовала? Я вообще раньше ходила, как бы доверяла косметологам. Какой препарат, с чего он состоит, какие последствия вообще могут быть после этого препарата. Никто же не дает гарантии, правильно же, да? Вообще никто не дает гарантии. Абсолютно. Потому что реакция у каждого может быть разная, особенно на вот эти дешевские корейские филлеры. Сейчас я говорю именно дешевские корейские филлеры, потому что на них самое больше вообще последствий, и именно отсроченных. Я очень глубоко изучила эту тему, поэтому сегодня я решила с вами поделиться своим опытом. Возможно, для вас это будет актуально, чтобы вы не сделали моих ошибок и избежали таких последствий, которые я прожила. Потому что я неделю не спала, то есть это было, конечно, ужасно, честно. У меня была одна задача, просто чтобы это остановилось. Через 2 недели вот я только более-менее пришла в себя.
И то меня и давление, меня колотило, колошматило внутри по психике, тоже долбануло Да. нормально. Конечно. Вот. То есть, получается, все вот эти аппараты, которые более-менее нормальные, они стоят гораздо дороже, да? И то гарантии нету, правильно я понимаю? Гарантии нет, потому что каждый организм, он индивидуальный. И хорошие препараты, они стоят минимум от $100. Это только сам филлер. Мгм. Но сейчас очень модно корейские филлеры. Они в закупке стоят, я посмотрела, $20. Ну, где-то можно еще и дешевле найти. То есть понимаете, да, какая себестоимость препарата и что там, в какой степени очистки он обладает. А также дешевые именно корейские препараты, очень много подделок. Я проверяла свой филлер, у меня есть наклейка. Мне было уже интересно, когда я разбиралась, я нашла человека, который 20 лет работает с филлерами, и подтвердили, что этот препарат – это Китай. В Китае можно тоже купить этот филлер, который называется Сардения. То есть это такое можно встретить в любой стране, правильно, да? Но это везде, это сплошь и рядом. Просто этой информации на форумах практически нет. Эту информацию можно найти на Ютубе. Очень много, я называю ее серой косметологией, потому что колоть такую фигню и не отвечать, ну то есть это безответственность такая получается, на что ты делаешь ради денег. Просто колешь и колешь, нету проблем в начале, ну и окей. А то, что будет дальше, одному Богу известно, и человек с себя снимает ответственность. А так как мой косметолог, она сказала, если была бы реакция, это только в первые там дни. Это уже типа не филлер на 12-й день. Но когда я сама начала изучать и обратилась к докторам, это может быть и на 12-й день, и через месяц, и через 3, и через год, и через 5. Это отложенная реакция 4-го типа. Он же, когда филлер в губы попадает, он же не сразу напрямую идет в кровь. Он же как накапливается, потому что в губах же у нас есть определенные ткани. Если бы это в лицо было уколото, возможно, это была бы реакция совсем по-другому. Но так как это в губы, поэтому отложенная реакция. То есть вот как ты считаешь, важно, чтобы косметолог был именно врачом? Обязательно. А сейчас же много так, да, получается? Врач, который закончил университет 6 лет, 3 года альтернатуры, каждые 5 лет повышение квалификации. И только такой врач понимает вообще устройство нашего организма, причинно-следственные связи. И что делать, если вот случилось такое? Да, врач либо косметолог должен обязательно знать, в случае чего ишемия, либо что-то происходит, нужна помощь. Он должен это уметь сделать и человеку помочь, если у него пошла реакция, конечно. Точно так же, как лицензия. То есть у косметолога должна быть лицензия на право колоть эти препараты. И когда есть лицензия, только тогда он может купить у поставщика эти филлеры. А если нет лицензии, ты его хоть на Алиэкспресс заказывай, вообще нет проблем. Я когда сама открыла и посмотрела, особенно у нас в Украине, в России, очень много подделок. И это страшно. Сколько вот случаев в Москве только летальных исходов, да, когда вот что-то кололи и, Но дело в том, что некоторые даже не понимают, что летальный исход на самом деле произошел от инъекций филлерами, либо там еще каких-то процедур. Ну да. То есть, я так понимаю, это можно встретить довольно часто, просто не все люди обращаются не хотят предъявлять претензии. Но разные есть последствия, отечность со временем, воспаление этого филлера, либо сыпет лицо очень часто. И никто просто не понимает, потому что знаний нет, никто об этом не говорит. И девочки замалчивают это. Кто-то боится проявиться, кто-то, мы же разные по характеру. Да. И вот так вот ходят. Боится осуждения. Либо косметолог может сказать, это как вот мне, это не филлер. Но мой характер такой, я всегда говорю тогда, когда я уже точно убеждена, когда я все перепроверю, сама это все пройду, выучу, и тогда я, могу говорить точно. Да. Дело в том, что филлер – это искусственный созданный материал.
И это на самом деле определенный стрептококк. Мгм. Все зависит от того, какую степень очистки проходит филлер. Мгм. И от степени вот этой остаточного эндотоксинов в самом филлере и будет влиять на реакцию нашего организма на тот или иной препарат. Если брать по врачебной линии, это так называемое БДДЕ. Это любой врач скажет, и он понимает, что чем больше эндотоксинов остаточных в филлере, тем больше будет реакция. И у меня была вот такая вот ситуация, я попала просто вообще на китайский филлер. Мгм. Слава богу, просто что еще у меня именно так проигралось. Как ты себя сейчас чувствуешь? Сколько прошло времени? Прошел уже месяц после начала реакции, это уже где-то 3 недели. Я чувствую себя, конечно, лучше, но все равно у меня была и температура потом 37,5. Я пью кучу препаратов от печени, для глаз витамины, для поджелудочной, потому что еще по анализам у меня есть воспалительный процесс в организме. Мгм, мгм. Плюс делаю массажи, хиджамы, ногти полетели. То есть я еще в процессе восстановления. Да. Восстановление, да. Поэтому, девчонки, просто нужно задуматься, стоит ли такая экономия, как я вот тоже повелась, на то, чтобы потом такие последствия, где потратишь не только эту сумму, а в 5 раз больше, дай бог, чтобы еще не больше. Просто добавлю, что экономия на себе филлера, либо еще там каких-то препаратов для красоты, нужно очень хорошо подумать, какие последствия могут быть, и изучить эту тему для себя лично. Потому что один раз сэкономила, как вот я, и получила вот такой вот результат. Сегодня наткнулась снова на объявление, какой-то доктор приезжает в Хургаду, филлеры по 2000 фунтов, девочки. Но это, конечно, жесть. Вы представьте, этот человек еще берет за работу. То есть себестоимость самого препарата где-то $15, это максимум, это максимально. Вот, приедет, уколет и уедет. Все, что будет дальше с вами происходить, это уже будет ваша ответственность. Поэтому не нужно экономить на себе и понять, что филлер – это имплант определенного рода, который ставится в вас в организм. И если поставить туда токсин, наш организм очень умный на самом деле. Он чужеродный стрептококк воспринимает как чужой. Тут кто-то пришел к нам, и начинает иммунная система включаться и очень сильно работать. Они хотят избавиться от чужеродного, непонятного стрептококка, который находится у нас в крови. Да. Понимаешь? То, что у меня было, там, химия была жесткая. Вот. И еще есть от него эффект какой? То, что замалчивают. Это аутоиммунные заболевания. Это заболевание, это кишечник может реагировать, это может сыпать, потому что это все в кишечнике, да, у нас. Это Оно может же напрямую идет как кишечник. может срабатывать как накопительный Конечно, эффект, оно да? накапливается. А это может быть гормональный сбой, это может почки быть, да, это может быть вообще все что угодно. Потому что именно он напрямую влияет к нашей иммунной системе. И пока молодой организм, он еще более крепче, он может перерабатывать эти токсины, но сработать это может в любую минуту. Если какой-то стресс, иммунка падает, и с этого момента начинаются все проблемы. То есть вы можете лечить всевозможные причины болезни, и никто, ни один доктор не будет понимать то, что это стоит у вас напрямую в губах. Либо это в лице, там, если кто-то ставит филлеры. И все время вас отравляет. То есть это бесконечная погоня лечения, которое не приведет ни к какому результату, потому что здесь нужно растворять этот филлер. Самое страшное, что сейчас зомбируют как бы этими курсами и рассказывают, что нет, там нет никаких побочных эффектов. Он вообще Какими такой курсами классный. зомбируют, Вик? Курсы косметологов. 2-3 недели, да? Я не знаю, сколько они идут.
Ну, таких курсов очень много, особенно на корейские филлеры. Вот они реально зомбированы. Как и сами косметологи, так как и я была зомбирована. И, возможно, все остальные верят в это, верят. Но на самом деле, девочки, если вы почитаете, и самое интересное, что эти дипломы, допустим, дерматолога, либо врача можно даже купить, особенно у нас в России и в Украине, за ваши деньги любой каприз. Точно так же, как и лицензию и все остальное. И за это и вот никто не отвечает от слова вообще. Это реально страшно. То, что я прожила, я просто вот никому не пожелаю пройти этот опыт. Не, ну даже ты мне выслала эти видео, я даже сама испугалась. Вот этого чернота, вот это, ну, как умирает человек. Ну, ты видела, Вик? Ну Если бы да, еще просто немножко, у меня бы просто, вот что бы я делала, я не знаю, у меня бы просто отмерли ткани, все. да жуть. Так это я на капельницах была, я постоянно вычищала его. Я, ну, пыталась с этим что-то делать, но получается, что это было как бы, ну, безрезультатно, пока мы не начали выводить именно этот филлер. Потому что ни на еду, ни на шампуньку такого не бывает. Ну да, И естественно. я думаю, что каждый человек знает свой организм. Он знает его лучше, чем кто-либо другой. И он понимает, да, когда какой-то процесс, что что-то здесь не то. Потому Да. что ну, себя-то ты не обманешь. И я считаю, что косметолог, которая уколола мне этот препарат, должна нести тоже ответственность. И полностью мне проплатить моральный ущерб и все, Лечили. все, что я потратила, мое время, мое здоровье, которое, ну, не купишь ни за какие деньги. И она не выходит на связь. Потому что следующее могут быть кто угодно. То есть следующее это могут быть, ну, любая девочка, которая просто придет, и можно, ну, то есть нет ответственности, правильно? Можно колоть. То есть здесь так получилось, все забыли, проехали, следующие. Да. А если еще отложена реакция после 3 месяцев, полгода или когда она начнет, никто не будет думать, что это филлер. Мы же не знаем, что происходит дальше с этими девочками, как они ищут, исправляют ответы, да, на что происходит, и как они справляются с этим. Это же на самом деле не смешно. Ну, абсолютно не смешно. Не, ну это как бы трагично может закончиться, как это смешно. Тут даже слово смешно не подходит. Меня больше всего вообще поразило еще в этой ситуации, что человек полностью отвергает и свою ответственность, и точно так же как бы ходит, рассказывает всем моим знакомым то, что я аферистка, вымогаю, и это все неправда. Вот это меня больше всего вообще в этой истории поражает, потому что человек до сих пор как бы не включился и спит, и не понимает вообще, что она Могло колет, и случиться. что, да, что может вообще произойти в случае чего. А я, когда выставила пост в Hurghada Residence, меня блоканули через 4 часа. Почему? Почему? Потому что очень много, там и врачи написали, и такая же история была в Каире. Тоже там была жесткая аллергия. Я лично не видела, но косметолог отвергала, что это филлер. То есть, в принципе, какая-то похожая была ситуация. Для того, чтобы люди там, ну, не знали. Они были как бы не в курсе, чтобы это не разглашалось, что такое произошло, последствия, потому что тоже получается, как бы я перекрываю бизнес определенный, да. Так, а если за этот бизнес кто-нибудь умрет? То есть моя задача, я не просто тоже так сижу и рассказываю, чтобы больше девочек не попались на вот такую историю, как произошла у меня, либо еще какую-то другую, чтобы задумались, прежде чем идти к косметологу, изучить эту информацию и особенно понять, какие филлеры хорошие, а какие нет, самой в этом разобраться, взять ответственность на себя. Да. И не колоть дешевые эти филлеры.
Даже сейчас, понимаешь, Вика, даже на Юведерм хороший препарат, и то делают подделки. Вот это страшно. Ну да, Настолько бизнес косметологии, красоты, он раскручен. огромный, раскрученный, поэтому сейчас творится вообще непонятно что. Точно так же, как меня не пустили в украинцы в Фургаду. Почему? Потому что этот филлеры, привезенные были с Украины. И ни одной девочке, которая работает косметологом, ну, не нужно, чтобы люди знали, почему они, ну, не одобрили мой пост. Здесь мы находимся просто в стране, где никто ни за что не несет ответственность и не отвечает. Да ты что? И когда просто игнорируют последствия, вот это вот страшно, потому что человек не понимает, что с этим делать. Ну, допустим, как я искала, слава богу, у меня просто есть врачи знакомые, и я такой человек, я боец, я даже, ну вот, я буду до последнего Мгм, идти. мгм. Вот, всем желаю добра, пусть все будет у вас хорошо, предупрежден, значит вооружен, как я говорю, лучше учиться на чужих ошибках, но мне пришлось поучиться на своих ошибках, но благодаря этой ошибке я наконец-то углубилась очень сильно и получила очень много знаний именно о последствиях, чтобы ну, можно было взвесить за и против. Как этот филлер Сардения, который врачи говорят, нормальный врач не поставит никогда этому человеку. Так это я говорю за сертифицированный филлер, который хороший, на него есть последствия, но не такого плана, как у меня. Мгм. Ну, у каждого там индивидуально. Но последствий очень много плохих последствий. Мгм, И мгм. нормальный врач, я смотрела там, он говорит, я никогда не уколю просто это живому человеку, потому что я понимаю последствия. И если бы таких вот было девочек побольше, лучше объяснить человеку, что да, это дороже филлер, но у него меньше последствий. Да-да-да, да. Лучше заплатить один раз нормально, чем вы, ну, Ну вот, я за честность. я тоже. Лучше предупреждать. Но понимаешь, Вика, дело в том, что бюджет у людей тоже разный. Я это тоже понимаю. И все хотят сэкономить и подешевле поставить, потому что нет возможности у человека Ну сделать так эту процедуру. губы же какие есть, такие есть. Красота, она внутри вообще. Ну, согласна, на внутренний мир это вообще не Это, повлияет. это, это у нас в следующей серии будет, да? Да, да. О внутренней красоте. Еще несколько девочек, которые написали комментарии, тоже пострадали от этого косметолога. У одной из них нити гнили 2 месяца в лице. У других девочек, там я уже точно не помню, у одной, по-моему, бровь упала, ну, то такое там от ботокса. А у второй девочки что-то с губами было, и нужно было тоже растворять. На что косметолог сказала: "Хорошо, я исправлю", и полностью начала игнорировать. И пропала. То есть она не отвечала на, звонки. Поэтому девочки взяли и нашли себе другого косметолога, да, и исправляли это все. Вот такая вот безответственность за последствия. Если произошло, то есть человек, получается, не несет никакой ответственности. И очень много девочек, насколько я поняла, потому что я в Хургаде живу уже очень много лет, и у меня очень много знакомых, которые там то сыпало лицо, то еще что-то происходило, и никто не писал и не предъявлял никаких претензий. Люди боятся проявиться, то есть они не хотят поднимать это в общество, чтобы все об этом знали. А о том, что суть происходящего, я осознала только когда я наконец-то более-менее стала себя нормально чувствовать. Насколько это страшно и что произошло. Ну да, Потому что эти поездки бесконечные по больницам, ночью. и ночью, и днем, то есть я ездила, ну, как могла, так и делала, потому что я хотела, чтобы у меня как-то оно закончилось. Ну да. Стресс. Стресс был, да. Я была не в порядке, эмоционально неуравновешена однозначно. Поэтому особенно в этих странах нужно очень аккуратно подходить к выборам косметолога.
и брать тоже на себя ответственность. И опять-таки же забирать с собой, как я просто тоже до этого не знала, если вы колите филлер в губы, обязательно забирайте с собой коробку из-под филлера, не выбрасывать, для того, чтобы в случае чего вы могли, во-первых, по коробке определяется, оригинал это или нет, есть определенный, и наполнение самого филлера. Обязательно, просто на всякий случай пусть у вас лежит где-то этот шприц, потому что там будут остатки именно филлера, который будет у вас стоять. Что еще? Что еще, Викуля, могу порекомендовать? Более осознанно просто подходить к этой процедуре, искать проверенных косметологов, доверять, как сейчас поняла, проверять, спрашивать, просто не стесняться, какие вы препараты вы колите. Для чего? То есть вот эти вот важные такие моменты, чтобы вы понимали, что вам колят, потому что, как оказалось, это, ну, очень многие, когда я спрашиваю, какой филлер вам укололи, они даже не знают названия. Не ботекс. Вот пришли, укололи, доверили косметологу, ну и все. Да. А лучше, конечно, колоть, наверное, все-таки у докторов, именно докторов, и то. Ты же знаешь, что даже у докторов бывают последствия, и они вообще тоже не несут. То есть это должен человек быть ответственный Сам. сам. Чисто тут уже человеческий фактор. Так. Девчонки, всем вам благ и всего вам хорошего.